Всем привет! В этом видео я поделюсь, как я собираю высокие торты. Если вам интересно, смотрите дальше. Конкретно в этом видео я собирала торт высотой почти 40 сантиметров. Визуально были 2 яруса, в реальности это был 3-ярусный торт. Испекла бисквиты брауни, ссылку на рецепт оставлю в описании. Собрала 3 торта, 2 торта 20 сантиметров в диаметре и высотой каждый по 10 сантиметров. В составе бисквиты брауни, шоколадный муссовый крем, 1 слой мусс с марципаном и вишневый мармелад. Чтобы сделать скрытый ярус, нам надо вставить вот такие пластмассовые трубочки. Это кондитерские трубочки. Они очень крепкие, устойчивые. Если использовать вот такие очень крепкие кондитерские трубочки, то можно использовать только 3. Но если используем соломки для коктейля, то они более тонкие, тогда берем побольше. И еще, если используем соломки для коктейля, то после того, как их вставили в торт, внутри каждой соломки я наливаю обычно шоколад, чтобы сама соломка была более стабильная. Сверху этого торта ставлю подложку. Посередине надо сделать отверстие, так как между всеми ярусами еще пойдет спашка. Второй торт ставим на подложку, которой посередине у нас отверстие, и ставим вот на эти трубочки. Торт почти 20 сантиметров. Подготавливаем бетонный ганаш. Самый крепкий, устойчивый ганаш это будет с какао-маслом. Более стабильного ганаша я еще не встречала. Растапливаем какао-масло, добавляем белый шоколад. Взбиваем сливочное масло и потом постепенно к сливочному маслу добавляем вот эту массу из шоколада и какао-масла. Какао-масло с шоколадом, когда растопили, надо остудить примерно до 30 градусов, чтобы не растопить сливочное масло. Если температура шоколада будет выше, то сливочное масло будет таять. Взбиваем сливочное масло вместе с этим шоколадом и какао-маслом до такой нежной, однородной консистенции. Готовый ганаш, он такой довольно жидковатой консистенции. С таким удобно равнять торт. Если ганаш будет густой, он очень быстро будет застывать, и мы не сможем выровнять красиво и ровно торт. Первый слой ганаша наносим просто для того, чтобы скрепить крошки. Немного прохожусь спатулой, подровняю, но чтобы выровнять торт, самый идеальный вариант, это мы берем подложку такого же размера, какая подложка у нас под тортом. У меня это подложки 20 сантиметров, сам торт у меня примерно 19-18 с половиной вышел, и тогда подложки я беру 20 сантиметров, и между этими подложками наносим ганаш. Ганаш я наношу спатулой, я никогда не наношу с кондитерским мешком, так как тогда могут образоваться пустоты, и там эти пустоты могут потом образоваться трещины. Для меня самый удобный вариант вот наносить просто постепенно лопаткой, и тогда я вижу, где у меня где-то есть какие-то неровности, пустоты, я там наношу еще. Нанесли слой ганаша, торт не ставим в холодильник, так как ганаш удобно равнять, когда он комнатной температуры. Сейчас проходимся по бокам
большой спатулой или линейкой, чтобы высота этого инструмента у нас была выше немного самого торта. Видите, вот эта металлическая спатула у меня слишком маленького размера. С ней я не могу равнять. Тут обязательно надо, чтобы инструмент был выше торта. Так мы проходимся по бокам, снимаем лишний крем. А если где-то крем не хватает, мы наносим еще один слой и проходимся опять спатулой, линейкой и равняем. Это самый удобный способ, чтобы добиться идеально ровный торт. Просто используем подложки немного больше размера, чем сам торт. У меня слой ганаша примерно пол сантиметра. Ставим торт сейчас в холодильник, и только потом, когда вот этот ганаш застыл, мы можем снимать верхнюю подложку, она очень хорошо отходит. Сейчас надо выровнять верхушку самого торта. Тут просто наносим ганаш, спатулой проходимся и равняем. Если хотим приготовить эффектный, визуально высокий торт, то лучше использовать скрытый ярус. Не делать сам торт высотой 20 сантиметров, а собирать вместе два торта и делать со скрытым ярусом. Так будет надежно, что торт не развалится. Также само равняем и второй торт. Диаметр второго торта у меня 14 сантиметров и высота 16. Также само наносим первый слой ганаша, чтобы укрепить крошки. Потом сверху ставим подложку и равняем торт. Этот торт я собирала летом, когда было жарко, 34 градуса. И еще торт надо было везти 30 километров. И всегда вот эти дороги, последний километр-полтора, они гранитированные, неровные, и там трясется все. Поэтому я торт еще поставила вот на такую конструкцию. Посередине у меня металлическая спашка, как ее там еще назвать, которую я изолировала шоколадом. И тут я забыла этому маленькому тортику под низом на подложке сделать отверстие. Сейчас просто надо перевернуть торт и поменять нижнюю подложку. Вот видите, надо вот чтобы посередине было отверстие, так как я торт ставлю на эту металлическую конструкцию, где посередине это спашка. Если торт хорошо охлажденный и немного постоял в морозилке, то с этим ганашем торт получится идеально стабильный. Тут даже видно, что ганаш у меня по краям примерно полсантиметра. И торт очень-очень стабильный. Поставить подложку с этим отверстием и потом опять обратно переворачиваем. Но так можно делать только с охлажденным тортом, так как внутри еще у меня нежная муссовая начинка. Тут немного прилипла подложка, там надо подровнять. И ставим второй ярус. Вот этот верхний ярус я ставлю на торт. И там тоже под ним есть деревянные палочки.
Ганаш крепкий, стабильный, если надо вот так руками его можно подвинуть. Торт я покрыла велюром. И так как торт у меня уже стоял вот на этой конструкции, на подложке, чтобы я эту подложку не помазала велюром, я поставила пищевую пленку, немного ее подогнула под торт и нанесла велюр. И такой торт высотой почти 40 сантиметров получился. После того, как торт выровнен, он всегда увеличится в размере и в высоту, и в диаметре. Торт я везла 30 километров, последние 1,5 километра примерно была вот такая гравировочная дорога, все трясло. Когда везем торт вот по таким неровным дорогам, тогда, конечно, лучше его держать в руках, чтобы могли уменьшить эту вибрацию на торт. Если торт невысокий, то, конечно, тогда его можно ставить и в багажник, но только нельзя ставить на сиденье. Так как торт у меня укреплен бетонным ганашем, у меня тут крепкая конструкция, скрытый ярус, то я даже не боялась от того, что все трясло. Я была уверена, что торт собран хорошо, стабильно, крепко. И тут в конце я вам покажу, я тоже собирала очень похожий торт, без скрытого яруса, но высотой, каждый ярус был 15 сантиметров высотой, диаметры были 12 и 14, и посередине объединяет оба яруса такая пластмассовая трубочка, спашка, чтобы верхний ярус не мог никуда деться. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!